Всем привет! В этом видео мы поговорим о 5 самых частых ошибках, которые встречаются в теннисе. Я объясню в своем порядке, как эти ошибки возникают в процессе обучения, и буду именно следовать тому порядку, в котором бы сам изучал. То есть это удар справа, это первый удар, который бы я ставил форхенд, и покажу самую частую ошибку в нем, а также попробую показать методы исправления, как можно это исправить, и попробую объяснить. Первая ошибка, которую наверняка вы увидите, если вы начинаете, так как и я, обучение с форхенда, это открытая ракетка в конце удара. Да? То есть это тогда, когда человек бьет, и если вы объясняли ему что-то похожее на правильное движение, где ракетка должна оставаться закрытая, то вот эта вот ошибка, я считаю, это самая частая. Она возникает у огромного количества людей, и я попробую объяснить, почему она образуется, эта ошибка, и как ее можно исправить. Как эта ошибка образуется, точно так же, как она образуется на подаче, но об этом я расскажу чуть позже. То есть люди, которые открывают полностью струнную поверхность вверх, они просто хотят попасть в мяч. Да? У них отсутствует какой-то момент обучения, да, что в приоритете должна быть правильность выполнения движения. Присутствует главный такой момент, который мы, наверное, делаем не задумываясь, это попасть. Да? И человек хочет попасть, и его желание попасть преобладает над правильным касанием. То есть человек настолько хочет перебить через сетку, попасть вот в этот прямоугольник, существующий на той стороне, что он не соблюдает качество движения. Я все время, когда начинаю процесс обучения какой-то или изменения, я всегда стараюсь акцентировать внимание своим ученикам на то, что главное — это ощущение, а не попадание. И надо ловить ощущение, а не процесс попадания на ту сторону. Потому что, как правило, если у человека есть мышечная память, да, каких-то повторений, или просто какое-то ощущение своего тела, он всегда выберет самый легкий путь, но он не всегда будет самый правильный. У меня тоже была эта ошибка в процессе обучения, когда я, допустим, там подсматривал за какими-то тренерами, которые ставили технику, и на вот этом вот этапе открывалась ракетка. И я скажу, что, наверное, один из таких самых главных секретов, который я понял чуть-чуть позже, после того, как начал работать тренером, да, что отсюда, когда вы отводите ракетку, первое движение вы начинаете делать не рукой и не кистью вниз. То есть вы начинаете делать кистью назад. То есть вы делаете кистью назад, и исправление этой ошибки — это поэтапное продвижение руки и кисти вместе. То есть если вы начинаете движение, да, то это, по-моему, я даже в первом своем видео показывал удар справа, когда вы делаете кисть, руку, кисть, руку, кисть, руку, кисть, руку. И вы, когда делаете это частями, то есть если вы посмотрите здесь, да, на вот этом этапе, головка ракетки находится за рукой, да, и я проведу сейчас движение, и вот на этом движении уже головка ракетки обогнала руку и обогнала существенно. Но если это отследить прям как на супер slow motion, да, то кисть начинает, рука, кисть, рука, кисть, рука, кисть. И вот кисть уже находится впереди. В зависимости от того, вы играете диагональ больше впереди, или вы играете линию чуть-чуть меньше впереди. Но тем не менее на вот этом вот пути от замаха до момента контакта с мячом вы обгоняете головкой ракетки руку, хотя изначально она находится сзади. Еще один из таких главных таких моментов, как исправить, надо сохранить вертикальную концовку, да, то есть чтобы концовка заканчивала на вас без продвижения вперед. Но я называю ее, как бы, концовка больше вверх идет, чем касанием вперед. И основа касания, да. Больше, наверное, этих упражнений мы покажем в нашем курсе, и там будет пошагово прям от начала и до самого конца, как сделать это движение. Но если вы вот просто хотите получить какое-то базовое упражнение, я покажу примерно одно из упражнений, которое может очень сильно помочь. Это упражнение показывал, кстати, вот англичанин, да, на курсе, который мы ездили в Румынию. Я бы вот начинал бы вот с этого движения. Есть, конечно, уникальные люди, я очень редко начинаю с этого движения. Я начну с самого такого движения, которое, вот, допустим, если человек вообще не понимает, можно делать его. Можно взять вот эту ракетку посередине, и чтобы тренер, бросая мяч сбоку, придавал человеку вот это вот ощущение конца ракетки наверх. Опять же, да, наверное, даже самые такие дубовые люди, которые делают эту ошибку, они, делая ее здесь, конец делают правильно. Но основа этого движения — это не конец, это контакт. То есть надо соблюсти контакт. И вот это упражнение броска кисти с подъемом вверх, с сохранением угла — это именно та основа, которая должна лечь в движение, которое будет правильное с вращением. Но еще раз повторюсь, то есть основа этого движения — это поэтапное обгон головки ракетки
на пути к контакту, исходя из того, что головка ракетки изначально находится за рукой. Левая рука в теннисе. Для чего она нужна? Никогда в жизни не слышал, что кто-то объяснял, там, смотри на мяч, показывай себе расстояние, должно быть расстояние. Но на самом деле, если кто-то вдумается в это, расстояние — это бред. Если вы будете бить под левой рукой, это полный бред. То есть мне нравится объяснение, да, что мяч должен находиться на расстоянии левой руки плюс ракетки в ней. Вот это расстояние плюс-минус понятное мне, но это опять же мое объяснение. Я не слышал, что кто-то так объяснял. Для чего нужна левая рука? Левая рука нужна для того, чтобы приучить человека дисциплинированно работать ногами. Вы выставляете руку и объясняете человеку, что расстояние между тобой и мячом — это левая рука в сторону плюс ракетка в этой руке. И вы приучаете человека наносить удар, не убирая руку. Я покажу, какие ошибки бы возникали, если бы человеку эту руку разрешали убирать. Например, мяч находится близко. Человек бьет. Человек не доходит ногами. Человек бьет, да? Если вы приучите человека вот на мяч, который находится ближе, да, отрабатывать ногами и создавать расстояние левая рука плюс ракетка, то это будет что-то похожее на технически правильный форхенд. То же самое касательно движения вперед. Например, человек должен дорабатывать ногами, если он дисциплинирован с левой рукой впереди. Но если он разрешает себе убирать левую руку, он может наносить удар вот так. То есть изначально я бы контролировал вот это движение сквозь левую руку для того, чтобы приучить правильно работать ноги. Естественно, у теннисистов высокого уровня мы никогда не увидим, что они ловят эту руку, да? Но на начальном этапе я бы совмещал, что касание ракетки плеча проходит через левую руку впереди. И только так это должно работать. И третий момент, почему левая рука очень важна, это ощущение удара. Что такое удар? Да? Я пробую показать это еще раз. Если мы вынесем правую руку, ничего не делая самой рукой, просто поменяв плечи. И вот этим остаточным движением будем наносить удар. Выглядит, наверное, это будет так же, как удар справа, но силы этой не достигнете никогда, если вы не будете начинать удар с броска правой руки. И, по сути дела, движение левого плеча, если это профессионал, оно начинается где-то ближе к тому, когда правая рука сближается с левой, и потом происходит уже смена плечей с шагом или без, в зависимости от того, насколько далеко был мяч. Если это начинающий человек, то вплоть до того, что я бы делал касание, да, и вот где-то сопряженно, ну, нет, наверное, чуть-чуть раньше, чем касание, но уже когда ракетка находилась бы ближе к левому плечу, только тогда начиналась бы смена левого плеча назад, на правое вперед. Но обязательное понимание, которое делает левое плечо, это что удар правой рукой наносится за счет самой руки, а не за счет ротации плеч. Из исправлений этой ошибки, да, то есть наш знаменитый даже Патрик Маратоган, у него там все, по-моему, с рукой на яйца играют, я и Рональдо смотрел, играет точно так же. Он особо не парится, у него там заснял, проход, баланс, форвард, nice shot и так далее. Но, опять же, как это исправить, да? Не спешите добавлять ноги, первое. И второе, то есть не спешите добавлять ноги, чтобы человек не крутился. То есть начинайте больше через руки и обязательно на начальном этапе заставляйте человека совмещать попадание ракетки к плечу сквозь левую руку. То есть пункт А, пункт Б, пункт С. С пункта А в пункт С ракетка должна обязательно по пути пройти пункт Б. И только потом оказаться на плече. Вот этими основами я бы занимался в самом начале для того, чтобы избежать ошибки поворота плеч вокруг себя и убирания левой руки. Или просто оставления левой руки внизу, которая никогда не даст ударить полноценно, если вы не будете использовать плечи полностью с ударом. Вот некоторые люди, они зажимают деньги. Вот тут останавливается платеж, и я не могу бабки получить. Ну чему я могу их научить? А вот если ты вот здесь не такой жмот, как они, а до плечика вот так бросишь, то это считаешь, что 7,5 ты меня загрузил в карман. Раз. То, что рука левая на яйцах, ничего. Главное, что 7,5 залетело. Самая частая ошибка на подаче. Какая она? Это сковородка, я называю тут подачу вот этой лопатой, да, когда люди подают просто, чтобы попасть. Причина этой ошибки для меня такая же, как и при ударе справа, то есть попасть. То есть у людей преобладает другое
желание не научиться, а попасть. И, естественно, любой человек, который примерно чувствует, как открывается ракетка, насколько проще сделать вот эту подачу, чем что-то подобное с какой-то нормальной подачей. Они открывают хватку, и даже многие люди, как Никита вот подсказывает, берут ракетку нормально, делают подброс, но не могут смириться с тем, что могут промазать. И вот здесь делают, ну, вот так это, наверное, совсем уже грубо, да, но они, грубо говоря, выворачивают руку и все равно делают просто толчок туда. И вот эта ошибка, она присутствует, и даже на таком уровне где-то там повыше, где до конца техника не поставлена, все равно люди не могут справиться с вот этим тяжелым процессом обучения, длительным, но тем не менее к подаче, которая будет иметь какой-то шанс на развитие. Почему толчок не имеет будущего? Ни в ударе справа, ни в подаче. На него нельзя положить никакую скорость, вы не будете ничего контролировать. То есть так же, как и удар справа, так же и подача, да, ее можно попасть, но ее нельзя сделать сильно. Ну, может, кто-то там поспорит, что какой-то там уникум научился вот так лопатой подавать, но, опять же, это не будет никогда не иметь общего ничего ни с косой подачей, ни с крученной, ни с вариативностью. Просто, наверное, у кого гигантский рост, и он там сверху вниз может так лопатой шлепать и приловчился делать это какое-то количество раз, да. Точно так же удар справа, да, но вы можете вот так вот научиться попадать, но вы никогда не ускорите мяч, вы никогда не разгоните его, не подкрутите, просто без шансов. Это просто определенный такой очень низкий потолок, потенциал развития, и вот с этими толчками он останется на одном уровне всегда. Как поправить подачу? Первое, на что надо обратить внимание, это на хватку. Мне нравится такое выражение, когда хватка способствует определенным действиям. Я продолжу это в последующих двух ударах, но покажу сейчас в этом ударе, да. Когда вы берете ракетку, вот, например, с пола, да, так как в моем понимании возьмет каждый человек, который будет подавать первый раз с улицы, то ракетка открыта. И кисть в этом положении очень подвержена наклону и вот этому движению. Если вы положите хватку по-другому, уже человеку придется делать другое движение. Уже у него не будет вот этого ощущения толчка. И вот здесь, да, где человек положит эту хватку, возникнут совершенно другие ошибки. Я сейчас их покажу, да? Но вам надо пройти этот этап. Опять же, это видео никогда не поможет людям, которые говорят, вот, меня не слушают, не учатся. То есть, ну, здесь без шансов. То есть вы просто говорите, как надо. Если кому-то непонятно, как надо, счастливого пути. Но вот здесь, при выносе этой ракетки, начнут соскальзывать мячи. Если вы поставите хватку, то есть хватку надо поменять, грубо говоря, да, такой от ближе правой к ближе левой хватки на подачу. И я сейчас покажу ошибки, которые считаю абсолютно нормальными в процессе переучивания. И эти ошибки должны быть честными. Надо прям заставить человека так ошибиться. Если человек будет честен и исполнителен касательно указаний тренера, то ошибка должна выглядеть примерно вот так. То есть должны сильно начать срезаться мячи, да, и это будет абсолютно нормальным, потому что человек делал движение с определенной силой, но делал это толчком, и мяч посылался напрямую на ту сторону, потому что он касался его в лоб. Сейчас вы закрыли ему хватку, и мяч скатывается вниз. И самое главное, отслеживать эту хватку, я соединял бы ее линией, да, то есть линию рисовал бы на руке и на ракетке маркером, чтобы человек мог смотреть, что у него находится именно это положение. И дальнейшее уже исправление этой ошибки, это что-то похожее на пронацию, да, это уже объяснение человеку, если он зацепил это движение и все-таки он эту хватку поменял, что в процессе выноса ракетки надо найти тот угол открытия, который будет помогать ему совместить частично резаное движение и частично ударное. И это уже может быть что-то похожее на вот это. Естественно, есть ошибки огромные в подбросе, но вот эта ошибка, я считаю, самая частая на подаче, и я бы исправлял ее именно изменением хватки. Первое, подобранное ближе к левой хватке, и второе, вот этими вот ощущениями касания. Опять же, снижаете процент попадания, то есть объясняете человеку, что попадать не важно, важно научиться, и вот этими этапами двигаетесь дальше. Больше о том, как ставить подачу, мы расскажем на своем курсе. Это было такое краткое введение для тех, кто ищет и хочет хоть как-то понять, как изменить эти ошибки. Четвертая ошибка в моем списке частых ошибок по процессу обучения – это резаные. Навряд ли есть какой-то тренер, который ставит резаные перед крученным ударом, и у человека возникает ощущение контакта с мячом, да, и окончания на плечо.
То есть очень многие люди прям заканчивают удар резанный, и они пытаются привести ракетку, опять же, к плечу, особенно у кого был одноручный бэкхенд, то есть это просто неминуемо. И рефлекторно срабатывает кисть, которая, грубо говоря, с контактом должна продолжать движение, и в резаном это как раз абсолютно наоборот. Вы должны искусственно сдержать кисть в конце, не давая ей дальнейшего инерционного движения после контакта. То есть даже напрягать кисть. Какие еще ошибки на резаном очень частые, помимо того, что догуливает кисть, да, то есть изначально это очень грубая ошибка, когда идет концовка, потом эта кисть доигрывает после удара. Я практически не видел людей, которые с первого раза начинали бы делать, прям задерживать руку в конце. Как это исправить? Опять же, не ставить в приоритет попадание, да, потому что попадание, наверное, вот этим вот ударом, толчком будет легче для человека, который обучается, потому что что-то похожее на толчок он может сделать серединка на половинку между резаным и крученным ударом, и мяч будет на той стороне. А именно ставить приоритет, опять же, в касание. То есть как он будет делать касание. Но в процессе поиска касания, где это будет уход от толчка, вы будете менять хватку, да, от крученной ближе к резаной, и возникнет с огромной вероятностью вот эта вот ошибка. Когда человек будет бить под мяч, и мяч будет, грубо говоря, останавливаться на месте. Будет ближе движение к укороченному, но, опять же, надо попробовать найти, как это исправить, угол, который будет изначально, наверное, я бы ставил угол проще, и я так делаю, чтобы это был не плоскость такого, как идеального резаного, а что-то такое среднее между резаным и толчком, где человек может и достигнуть своего процесса попадания, и совместить резаное касание. Но обязательно преследуйте то, чтобы от струн был вот такой вот легкий цак. И направление мяча не было снизу вверх. Чтобы оно было или линейным, в идеале, чтобы мяч двигался сверху вниз. А по поводу того, чтобы ракетка не вылетала вперед больше, чем надо. Как это задерживать? Ну, достаточно, наверное, такое неплохое упражнение, где вы бросаете мяч сбоку. Из таких каких-то моментов, на которых можно акцентировать внимание, как задержать кисть так, чтобы это было наглядно видно для человека, да, это ставить какой-то предмет, да, я видел там коробки с-под мячей ставят, ну, у меня нет сейчас коробок с-под мячей, но вот это неплохой такой момент, где человек может сдерживаться от контакта с предметом, который стоит впереди, и контролировать свою кисть визуально. Не просто, как вы ему будете говорить, кисть пролетела после удара, или видел он ее или нет. Вот, происходит контакт чего-то, да, и это является ошибкой. Ошибка номер 5, самая частая ошибка слета, да, это кисть. Это кисть, которая играет как катапульта и назад, и вперед, и слева, и справа. И я думаю, что огромное количество людей, которые играют, сталкиваются с этой ошибкой, тренеров. Я пробую показать, как ее исправить, как она выглядит. Попробую показать поэтапно. Выглядит эта ошибка примерно вот так. Я покажу очень грубо, у кого-то она в большей степени, у кого-то в меньшей. Она может выглядеть при забросе кисти назад и при толчке руки вперед, да. Она может выглядеть где-то при плюс-минус правильном хвате. Кисть не работает назад, где-то работают правильно плечи, но кисть бросается вниз. Опять же, здесь можно сделать, показать как катапульту, да, вот эту грубейшую ошибку, когда человек вообще играет просто и кистью назад, и кистью вперед. И второе, когда плюс-минус похожая хватка, да, где человек играет, и эта кисть может доигрывать или после удара больше, или падать вниз. Как возникает эта ошибка? Первое, что-то похожее с подачей, где я показывал, где хват способствует наклону руки. То есть, если человек держит ракетку, как он поднял, с пола, да, эта кисть очень легко наклоняема. И такое движение провоцирует наклон. Если слева ракетка вывернута тоже вот так, то ракетку очень хочется наклонить. Попробуйте поменять угол ракетки, и уже человеку будет гораздо тяжелее использовать кисть. И больше движения можно делать вперед этой рукой, чисто потому, что тело, рука не пускает кисть наклоняться. Еще один очень важный момент, да, как это возникает, постулаты, которые тренера изобрели там десятки лет назад. Нет замаха, нет замаха, нет замаха. И человек, держа ракетку здесь, ему не хватает силы, чтобы ударить, и он делает это движение. Нет замаха? Да. Но опять же я покажу сейчас, что такое замах. Замах – это движение руки. Вот я поворачиваю плечи, да, и я не считаю это замахом. Я считаю это отводом ракетки под удар слета. То есть если я повернул только плечи, и локоть не ушел за спину, я считаю это подводом
ракетки под удар с лета. И потом вот это вот движение, оно дает мне возможность разгонять руку, не используя кисть. Но в моем детстве почему-то вот это называлось замахом. Опять же, может, в силу специалистов, которые меня тренировали, но вот это называлось замахом. Я не называю это замахом. То есть для меня замах, если плечи сделали работу и потом ее продолжила рука, вот это замах. Если вы сделали только плечи и вот здесь развели руки, то это для меня подвод ракетки под удар с лета. Потому что я не понимаю, как по-другому вообще ударить, если вообще не делать замах и держать руки просто перед собой. В таком случае будет провоцироваться кисть. То есть, по сути дела, само исправление удара с лета, да, основа — это хватка и добавление силы не кистью. То есть вы должны добавить силу удара отводом плеч и вот этим вот шагом, которым я показывал в видео, акцент. То есть вы должны поменять хватку, которая будет наклоняться, и дать ракетке немножко диапазон отхода. Это было видео о 5, по нашему мнению, самых частых ошибках, которые встречаются в процессе обучения на корте. Если вам понравится это видео, и оно наберет 1000 лайков, 10 000 просмотров, то мы снимем еще видео, может быть, на основе ваших комментариев, какие, по вашему мнению, топ-5 самых частых ошибок, которые встречаются в процессе обучения. Пока, не старейте на корте.